Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог. Сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро омолодить дряблую, увядающую кожу. Всего лишь за 15 минут, ежедневно делая эту маску, ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. В составе маски имеются простые доступные ингредиенты. Уверена, что все они у вас есть под рукой. Маска подходит для всех типов кожи. Особое воздействие окажет на очень сухую кожу, которая имеет участки шелушения. Идеально подходят для возрастной кожи лица, кожи шеи, кожи зоны декольте. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Заранее отварите горох. Горох отварите так, чтобы получилась гороховая каша. Можно добавить сюда и морковку. Кстати, когда вы готовите гороховую кашу, небольшое количество этого питательного компонента отложите в отдельную емкость и используйте для приготовления домашних масок. Горох – это натуральный белок, который также будет уплотнять кожу, улучшает тургор кожи, хорошо убирает шелушение, убирает сухость. Для сегодняшней маски нам понадобится 1 чайная ложка сваренного гороха. Лучше всего горох предварительно также и размять, чтобы была однородная консистенция. Следующий компонент для этой маски нам понадобится кокосовое масло. Можно использовать пищевое кокосовое масло. Да, соду мы добавим в последнюю очередь. Обязательно соблюдайте порядок добавления компонентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. На этом этапе в сваренный горох добавляем кокосовое масло. Кокосовое масло отлично смягчает кожу, убирает шелушение, убирает сухость. Если у вас кокосовое масло твердое, пищевое, то подержите его на водяной бане, так, чтобы получилась жидкая, приятная консистенция. Это облегчит процесс приготовления домашней маски. Нужно взять 1 чайную ложку кокосового масла. Вы также можете использовать и аптечное масло кокоса, которое уже в жидком состоянии. Нужно также хорошо, тщательно перемешать все эти компоненты до получения однородной приятной консистенции, так, чтобы они вошли во взаимодействие. Да, кстати, все ингредиенты для достижения наилучшего эффекта в момент приготовления используйте в подогретом виде. Не используйте компоненты, которые хранились в холодильнике. Слегка подержите их на водяной бане, и процесс приготовления домашней маски будет облегченным. Тщательно взбейте все компоненты, чтобы они хорошо взаимодействовали между собой. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты, идеально смягчает кожу и идеально подходит для ухода за возрастной дряблой увядающей кожей, которая очень сухая. Нужно использовать витамин Е как для приема вовнутрь, так и для приготовления домашних масок. Если у вас витамин Е в капсулах, то для этой маски нам понадобится 1 капсула. Если у вас масляный состав витамина Е, то возьмите 5 капель витамина Е. И также тщательно взбейте все компоненты. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин D. Витамин D – это витамин, который вырабатывается только под воздействием ультрафиолетовых лучей. В зимнее время нехватка витамина D приводит к сухости кожи, также к плохому состоянию кожи. Если у вас витамин D в таблетках, то возьмите 1 таблетку, слегка ее разотрите и промочите водой, добавляйте в сегодняшнюю маску. Если у вас витамин D в масляном составе, то также добавьте 5 капель витамина D. Также тщательно взбейте все компоненты. Маска на этом этапе должна иметь вот такую слегка жидковатую консистенцию. Все свои рецепты масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях приготовить качественную маску.
В последнюю очередь добавьте пищевую соду. Сода – это наилучший компонент, который отлично очищает кожу, очень доступен. Использование соды для ухода за кожей лица любого типа рекомендуется. Сода отлично смягчает кожу, хорошо разглаживает морщины, убирает сухость, шелушение, также в момент смывания. Нужно взять половину чайной ложки пищевой соды. Обязательно соблюдайте пропорции добавления Обязательно соблюдайте пропорции добавления ингредиентов. Для этой маски, для ухода за очень сухой кожей, нам понадобится половина чайной ложки пищевой соды. Она не будет пересушивать кожу, она отдаст свои смягчающие свойства тем компонентам, которые вы добавили ранее. Также в момент смывания будет шлифовать кожу и убирать сухость. И если у вас на коже имеются шелушащиеся участки, то эта сода будет также хорошо шлифовать кожу и убирать сухость и шелушение. Маска имеет очень приятную консистенцию. Для достижения наилучшего эффекта наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки аспирина, размочите их водой, нанесите кашицу на умытую кожу лица по кожным массажным линиям. В момент нанесения сделайте легкий скрабирующий массаж в течение 3 минут. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи кислотную скатку сделайте 1 или 2 раза в месяц. После того, как сделали кислотную скатку, ополосните кожу лица водой комнатной температуры, промокните махровым полотенцем и приступайте к нанесению сегодняшней маски. Эту маску нужно наносить одним толстым слоем по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Также эту маску можно нанести на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску и на кожу вокруг глаз. Не забывайте остатки домашних масок наносить и на кожу рук. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску водой комнатной температуры, смойте ее и нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.